Топ-10 заблуждений про учебу в Америке. Учиться в Америке очень дорого. No. Yeah. Топ-9. У всех в Америке проблемы с ментальным здоровьем. No. Yeah. Попробуй сперва выжить в перестрелке. Зато твой дом не бомбят твои сограждане. Привет, Чикаго! Мне резко захотелось пойти прогуляться. Знакомые посоветовали колеса. Поэтому я и пошел кататься на велосипеде. Надел все свое велосипедное снаряжение. И радостно прошел по этому совершенно не депрессивному и не бесконечному коридору больничного желто-белого цвета. О, кстати, это я. Я пошел дальше, вызвал лифт, дождался его и оказался достаточно близок к выходу из сложившейся ситуации. Всего 6 этажей. Давайте посчитаем вместе. 5, 4, 3, 2, 4, 2, 1. Вот я и на первом этаже. Всего 2 выхода. И свобода. Свобода передвижения. Пешком. Так как своего велосипеда у меня нет. Да и нужен ли он, если даже за остановку нужно платить? Кажется, велосипедами не пользуются. Ну, кроме того. А вот тем явно не будут пользоваться в ближайшее время. Хотел взять велосипед в автомате по прокату. Но он попросил скачать приложение такси, так как велосипедов у него все равно не было. Решил поискать велосипеды вокруг. Но что-то меня, так сказать, остановило. Они были слегка недоступны. Вот у этого с лета нет колеса. А у того замок на колесе. Все же решил взять велосипед на станции проката. Но за время жизни тут так и научился распознавать их смешанные сигналы. Скачал правильное приложение такси. Смог освободить велосипед из стойла. Все же не все элементы подходят друг к другу. Мне понравилось ехать на велосипеде. Особенно по выделенной полосе. Зеленый свет. Дорога впереди свободна. Да, не всем суждено двигаться вперед. Но меня-то уж точно ничто не остановит. Тем более я в своем месте. И даже казавшиеся непонятными сигналы удалось расшифровать. Это зеленый. Вперед! Привет. Пустая станция проката. Ты больше не помешаешь моим планам? Привет, велосипед без колеса. У меня-то теперь 2. Как будто весь мир стал больше рад меня видеть. Меня что, приняли в тайный велосипедный клуб? Хотя некоторые получше разобрались в этом всем. Велосипеды. Велосипеды везде. И я как будто стал понимать тайные знаки. Передо мной открылись новые пути. Но все же пришло время остановиться. На станции не оказалось свободных мест.
Ни одного. Получается, мне тут все-таки нет места. А бросать велосипед, с которым я столько прошел, все же очень не хотелось. Не знаю почему. Пришлось пройти весь обратный путь. И снейки стали совсем непонятными. Привет. Нерабочая станция проката. Я тебя ненавижу. Привет, велосипед без колеса. Ничего хорошего от этих колес все равно не дождешься. И вот ты вроде двигаешься в нужном направлении, но ты все равно не можешь пойти туда, куда тебе нужно. Дороги назад? Нет. Да, можно попробовать то, что помогает другим. Но что если они не правы? Что если их маршрут ложный? Увидел. И вот приходится возвращаться почти к тому, с чего начал. И ровно так же, как в прошлый раз, что-то не получается. Но может, ты чему-то научился? Нет, я просто не понимаю, как эти штуки работают. Ну, типа, как туда нужно запихнуть велосипед. В этом нет никакого смысла. Это просто полная профанация. Что? О! В конце концов, огонек. Надежда все еще мерцает. И эта остановка просто часть маршрута. Может, мне просто нужно больше колес. Вернее, у меня есть скейт. Можно попробовать скейт. На нем можно фрирайдить и даунхилить. Что это такое, я не знаю. Но на скейте проще кататься с Новым годом. И скейт может вполне ехать сам по себе. Без меня. Или со мной. Я не учел лишь одну вещь. Я живу не в Калифорнии, а в Чикаго. Дождь. Бетонные стыки. Рифленые велодорожки. Это чтобы велосипедисты не падали. Почему падают велосипедисты? Снег! Получается, я просто не в том месте. Катаюсь. Должны же быть какие-то места для фрирайда. Более свободные велодорожки с ровным асфальтом. Это же Запад. Тут все доступно. А иногда даже бесплатно и конфиденциально. Бесплатно. Даже если вы из России. Решил следовать каждому знаку, который встречу. Хотя не все они однозначны. Как у меня дела? Как у тебя дела? Что я вообще делаю? Что я делаю? Что? Сейчас я жду электричку. Дождался. Разбираюсь с тем, есть ли у меня план на ближайшее будущее. Зато у меня есть сертификат о прививке. Белорусский. СНИЛС. ИНН. Свидетельство о рождении. Плакат в поддержку политзаключенных. Ну, вдруг пригодится. Кажется, free переводится все же как свободный. Свободу политзаключенных. Свободу Навального. Свободный Навальный. Бесплатный Навальный. Навальный фри. Пробный период. Против чего я? Против ли войны, если я хочу, чтобы Украина победила?
Чтобы окончательно не тронуться, я решил отвлечься и посмотреть на искусство. Искусство постмодернового протеста в России. Даже попробовал сам что-то нарисовать. Например, вот то здание. И тех уточек. Начал с озера. В этом здании сидят менеджеры. У них есть еда и очень много стекла. И ни одного прямого угла в интерьере. Но есть одна проблема. Я совсем не умею рисовать. Вообще. Кря. Кстати, у этой уточки нет домика. Кроме уток, я не умею рисовать интерьеры. В итоге плохо калякаешь кота. Это кот. Вы не узнали? Просто это такой стиль. И моему искусству место на самом высоком пьедестале. А может, спорт? Но ты никогда не был спортивным. Поэтому решаешь начать с беговой дорожки. Хотя бег достаточно быстро изматывает тебя. И вот ты уже почти не справляешься. И вместо этого просто идешь, смотря в одну точку, медленным шагом. Зачем вообще нужно было куда-то выходить, когда можно наслаждаться всеми удобствами и даже не обратить внимания, как быстро летит время в этом прекрасном душном зале, где тебе немножко некомфортно ходить в туалет. Во время очередной поездки на скейте вспоминаешь одну маленькую деталь, что вообще-то тебе его подарили. И он напоминает тебе о времени, которое сейчас лучше не вспоминать. Возвращаешься в жилье, которое за это время так и не стал называть домом. Хаусинг. Убираешь лонгборд на место. Дэвис этой или следующей. Смотришь на мешок скульптурной формы. Плакат с мышапом на свободу Навального и Ассанжа. Рисунок кота, которого ты не увидишь, возможно, уже никогда. Но вдруг есть еще один вариант. Последний, про который ты не подумал, но который все это время был на самом видном месте. То, чем ты не занимался с прошлого года. Задвинул в самый дальний ящик. Ящик, рюкзак, ящик, яйцо. Это видео, которое я сейчас снимаю. Вернее, то, для которого я сейчас записываю голос. И ты смотришь. Это пародия на эпизод сериала, который я уже никогда не посмотрел. Ну а что я еще умею делать?